Приветствую всех любителей лыжного спорта. В прошедшее воскресенье неприятным инцидентом с участием Александра Большунова завершилась мужская эстафетная гонка. На финишной прямой в споре за второе место Фин Йонимока перегородил дорогу Александру Большунову, тем самым создавал ему помеху и пытался оттеснить его за пределы трассы к рекламным билбордам. Однако финский спринтер все отрицает и говорит, что не видел, что происходило сзади и что он действовал в рамках правил. Большунов бурно отреагировал на действия Финна, начал размахивать палками, а преодолев финишный створ, на полной скорости сбил Финна с ног. Поступил ли Фин подло? Безусловно, да. Но его действия были в рамках существующих на сегодня правил, хоть и несправедливых и имеющих пробелы, но правил. Правильно ли поступил Большунов? Думаю, нет. Давать волю эмоциям на международном первенстве – это значит подставить не только себя, но и команду. Показать слабость и неспособность разрешать ситуации в рамках правил ФИС. И дело здесь не в оскорбленном самолюбии. Если давать соперникам подобные инфоповоды, можно легко потерять болельщиков, спонсоров и поклонников из числа чиновников ФИС и настроить их против себя. Итак, после гонки команда «Россия-1» была дисквалифицирована, а команда «Россия-2» заняла третье место. Очень обидно. И понять Большунова в этой ситуации можно. Но все же нужно держать себя в руках и доказывать соперникам свою правоту на трассе, действовать, как действуют соперники, и тогда из любой ситуации можно научиться выходить победителем. В зарубежной спортивной прессе вышло немало статей с осуждением поступка Большунова, но и Финна Йонимяки никто оправдывать не стал. В статье шведского канала СВТ под заголовком «Большунов сбил финнов после финиша» рассказывается, что поступок Финна Йонимяки привел Большунова в ярость, что после финиша он сбил Мяки, и первая российская команда была дисквалифицирована. Норвежское издание ВГ со ссылкой на корреспондента редакции «Спорт-Экспресса» Владимира Иванова опубликовало статью под названием «Большунов. На пути к тому, чтобы стать главным злодеем лыжного мира». В ней рассказывается, как произошел конфликт. Приводится интервью Маркуса Крамера, который называет Финна виновником эпизода, произошедшего перед финишем. Маркус говорит, что Александр не задел Финна палками, а ударил по снегу. Тренер норвежской команды Эрик Мир Носум в интервью заявил, что если бы спортсмен его команды сделал бы подобное, то такой спортсмен потерял бы место в сборной. Журналист «Спорт-Экспресс» Владимир Иванов поясняет, что такое произошло с Большуновым впервые, и что руководство сборной не может публично критиковать лучшего спортсмена команды. Директор ФИС Пьер Миньери заявил после заседания жюри, что наказание Большунова не распространяется на следующие этапы мирового кубка. Александр не может так реагировать, он в первую очередь лыжник. Причина в нелогичном выборе трассы. На мой взгляд, это ясно, Финн выбрал одну трассу, но затем он переходит вправо, где двигался Александр, сказал Крамер. Норвежское издание Dagbladet также опубликовало большую статью, осуждающую поступок Большунова. В ней отмечены успехи норвежской команды в споре за победу, выстраданное второе место финнов и драматическая развязка, в которой главным героем дня стал Большунов. Большунов подумал, что ему помешали, и пришел в ярость, отмечается в статье. После этого жюри оценило ситуацию и дисквалифицировало сборную России. Они полагают, что Финн был впереди, когда выбирал коридор на финишной прямой. Тренер сборной Норвегии Эрик Мир Носум в интервью изданию заявил: «Я в шоке. Это не ММА и не единоборство. Я такого никогда не видел. И я надеюсь, что больше никогда этого не увижу». После финиша Большунов совершил хоккейный подкат на Мяке. Действительно некрасиво. Совершенно неприемлемо, сказала эксперт НРК Астрид Якобсен. Финн мог получить серьезные травмы, говорит комментатор НРК Таргейр Бьорн. Финн все сделал правильно. Россиянин упустил выбор створа. Русский должен больше всего злиться на себя, добавил Бьорн. Руководство российской команды принесло извинения за поведение Большунова, но тренер норвежской команды Михр Носом говорит, что этого недостаточно. Нападение на людей должно иметь последствия. Я надеюсь, что ФИС примет по этому поводу решение в очень короткие сроки, говорит он.
Также в субботу Большунов оказался в центре внимания, когда он якобы сбил Ханса Кристера Холлунда незадолго до финиша 30-километрового отрезка в скиатлоне. Тренер норвежской команды в этом инциденте также возлагает всю ответственность на Большунова. Вчерашний эпизод я не видел на видео, сложно комментировать, это слово в слово, но он заглушает все, что здесь происходит, когда сбивает людей за финишной чертой. Такое ощущение, что мы на хоккейном поле. Для меня это стало неожиданностью. Говорит финский лыжник Джонни Мяки. Шведский еженедельник Sportbladet также опубликовал несколько статей, посвященных этой теме, в которых говорится, что мужская гонка завершилась скандалом, что Большунов сходит с ума в инциденте и ударяет Финна палками и совершает хоккейный подкат к Финну. Такое поведение неприемлемо. Такое не принято в лыжных гонках. Мы не хотим, чтобы такое повторялось. Поэтому мы должны сурово наказать. Говорит директор по лыжным гонкам ФИС Пьер Миньери и добавляет. Это настолько неординарная ситуация, что практически нет прецедентов и правил, разрешающих подобные ситуации. Российский тренер Маркус Крамер не согласен с тем, что было решено наказать только россиянина, поскольку Мяки создавал помеху при выборе траектории движения на финишной прямой. Дисквалификация – самое суровое наказание. Говорит Крамер. Такого же мнения придерживаются и жюри ФИС, и Пьер Миньери. В отношении Александра Большунова больше не будет санкций и дисквалификаций. Если провести параллель с футболом, то агрессивное поведение обычно приводит к приостановке ряда матчей в дополнение к красной карточке. Здесь такое не актуально. Спросил корреспондент. Мы такие не используем. Я не говорю, что это невозможно. Но тогда это должно быть повторяющееся поведение. Если один и тот же человек сделает это несколько раз, тогда возможно исключить этого человека из других соревнований. Говорит Миньери и продолжает. Но чтобы дисквалифицировать, нужно сделать что-то очень плохое. Или много мелких нарушений. В любом случае это должно быть серьезное нарушение. Другими словами, в настоящее время нет ничего, что могло бы помешать Большунову продолжить выступление на Кубке мира менее чем через неделю в Фалуне. Достаточно ли это наказание? Спросил корреспондент. Честно говоря, я считаю, что в командном зачете речь идет о чести. Он лидер команды и тот, кто сегодня испортил шансы команды на медаль. Я не думаю, что это для него легкое наказание. В настоящий момент, по информации российского спортивного портала sports.ru, в полицию Финляндии подано заявление на действия Александра Большунова на финише эстафеты в Лахте. Полиция рассматривает, есть ли в действиях Большунова признаки преступления, связанного с нападением на Финна. В ближайшие недели станет ясно, начнется ли предварительное следствие по делу Большунова. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, следите за самыми актуальными новостями в нашем дайджесте и ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч на канале.